Крадник — это тот, кто украдет ваше счастье. Каким образом стать крадником? Человек перед вами стоит и говорит: ничего себе. Слышали, иногда так люди говорят? Так вот, человек-крадник может сказать: все мне. И после этого все, что ничего человеку не будет идти длительное время, а все будет идти этому человеку, который крадник. Или второй момент, когда человек говорит: благо, еще пишут, дарю. Так вот, если человек крадник, он может сказать: хорошо, принимаю. И после этого быть крадником, то есть украсть у этого человека на долгое время благо, которое человек сам добровольно подарил. Более профессионально крадник работает так. Он может подарить какой-нибудь подарок. Дело в том, что когда обычный человек дарит подарок, он делает это безвозмездно. Крадник же делает так. Он дарит, допустим, подарок, говорит: это вам. И после этого мысленно произносит слова: я даю тебе бесплатно, поэтому будешь мне, и дальше слово, должен. Будешь мне должен. У меня есть знакомая, не в шаббат будет сказано, еврейчка. Она все время приходит ко мне в офис и постоянно мне что-то дарит. Она крадник. Я это понял, но она просто не очень хорошо понимает, с кем она столкнулась. Поэтому, отдавая мне, она мне так много отдаст. Вы даже не представляете. Почему? Потому что я понимаю, что она мне отдает как крадник. То есть она мне там серебряные стаканы, серебряные подстаканники, какие-то мацу, там, виски, коньяк постоянно она мне дарит и благословляет. Я понимаю, что она делает. Она пробует, как крадник, отобрать у меня благополучие. Но она просто не понимает, что не с тем столкнулась. Зря она это делает, потому что я могу забрать вообще все. А там уже нечего забирать, знаете. Можно ли избавиться от крадников? Понимая, как это работает, вы можете это убрать. Привет из Португалии, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как работать с мантрами первой ступени обновленной? Не ученик школы и постоянно просматриваю все ваши вебинары. 4 статьи. Применяю многие техники. Спасибо большое. Все работает. Спасибо большое. Надеюсь, в дальнейшем времени быть вашим учеником. Прошла первая ступень, 2 ступени обновленные. Не дошла, но постоянно возвращаюсь к вебинарам первой и второй ступени. Наша школа — это эзотерика длиною в жизнь. Поэтому вы обязательно, если человек прошел первую ступень от начала до конца, то он уже становится учеником школы, поэтому можете смело считать себя онными. Скажите, пожалуйста, если в церкви просят деньги и не давать, как-то неудобно, что же делать? Говорить себе: что я покупаю на эти деньги. Я говорю вам серьезно. Вы представляете, будучи человеком, который знает, как забрать, или будучи человеком, который запросто может быть крадником, я могу отобрать у большого количества людей просто невероятное количество везения в жизни. Вообще все. Каким образом? Мне достаточно для этого сейчас зайти себе на канал в YouTube, где просто нереально большое количество мне написало слова. При этом есть люди, которые прямо разделили, они написали благо одним словом, и после этого другим словом дарю. То есть человеку, у которого есть благо. Что такое благо? Это хорошее самочувствие, это комфортное состояние души, тела, духа, семьи. Это же энергия. То есть он мне это благо готов подарить. А что я должен сделать? Я должен согласиться и сказать: хорошо, я принимаю. Вот если я скажу: хорошо, я принимаю, то этого человека благо заберу. И после этого у человека начнется ниша неприятностей. У него появятся болезни, появятся неприятности, а я буду являться крадником. И это насколько будет? Ну, чем больше чувств человек выразил в этих благодарю, тем больше, чем надольше я буду это забирать. Естественно, я этим не занимаюсь. Почему? Ну, я хочу все своими силами, знаете. Забрать может каждый, а тут попробуй заработать. Прожить с разными женщинами или изменять жене может каждый, а тут попробуй ради одной прожить. Можно ли убрать энергетические сглазы и порчи человеку, и как сделать так, чтобы можно было применять какие-либо из методов, которые я даю на своих семинарах? Существует невероятно хороший семинар, который называется «Сглазы и порчи». В случае, если человек начинает работать по семинару «Сглазы и порчи», то он может очень много в жизни там, негативного убрать. Но
одна из особенностей, которая есть у тех ребят, которые начинают заниматься эзотерикой, заключается в том, что у них недостаточно хорошо развита психическая деятельность и недостаточно хорошо развито состояние псиэнергии. То есть у человека плохо работает накопление псиэнергии, так как он в большинстве своем псиэнергию тратит на гормональный фон свой. То есть ему гораздо важнее страдать, ему гораздо важнее спорить, ему гораздо важнее выяснять отношения. Для этого человека гораздо важнее кого-то воспитывать. И этот человек просто упирается в то, что он расходует психическую энергию, делает из себя рабом гормонального фона своего. Естественно, можно ли каким-то образом улучшить состояние психической энергии, сделать так, чтобы метод работал мгновенно. Вы представляете, когда человек начинает плавно увеличивать свою психическую энергию, то та программа, которую можно ставить на протяжении года, может быть выполнена на протяжении 10-15 секунд, там, дуновением воздуха или там, движением руки. И наработать такую психическую энергию возможно. Оказывается, психическая энергия зависит от того, насколько вы быстро делаете определенный обряд, или очень сконцентрированный, или насколько вы активно это делаете, и в каком хорошем или плохом настроении это делаете. Так появляются правильные энергетические удары или правильные энергетические программы. Можно ли улучшить состояние психической энергии при помощи определенных продуктов питания? Хорошо, я могу вам сегодня подсказать, каким образом можно увеличить количество психической энергии у себя и сделать так, чтобы наши мысли были более сконцентрированными. Итак, один из методов называется методом видьяики. Видьяики. Почему не получается, чтобы все происходило моментально? А какое слово я сейчас сказал? Моментально. Таким образом, в случае, если вы хотите, чтобы все происходило моментально, вам нужно улучшить ментальную энергию свою. Каким образом человек может улучшить ментальную энергию? Для того, чтобы улучшить ментальную энергию и увеличить таким образом психическую энергию, человек должен представлять разные виды пищи. Если вы умудритесь перед своими глазами увидеть тарелку с картошкой, которая сверху покрыта пюрешкой, которая сверху покрыта сливочным маслом, и после этого услышать звон бокалов, и это будет у вас не воспоминание и не иллюзия, а как бы смоделированный перед глазами образ, и еще и почувствуете его запах, то если это делать каждый день один раз, то ваши мысли будут материализоваться моментально. Это называется видьяики. Какие существуют продукты питания, которыми можно было бы увеличить психическую энергию? Отвар ячменя, если человек начинает пить отвар ячменя, то в нем появляется психическая сила влиять на болезни свои внутренние. Если он начинает принимать цветочную пыльцу, то у него появляется сила влиять на свои психические отклонения или управлять своей психической энергией. Если начинает кушать кукурузную кашу и вводит это в рацион питания, то у него появляется сила психической энергии, и это влияет на его энергию денег и материального достатка. Если человек кушает отвар из еловых шишек, то это влияет на силу эмоций. Человек начинает гораздо более ярче эмоционировать. Если вы хотите иметь силу влиять на свои органы внутренние, тогда принимайте смесь из шафрана, кардамона, мускатного ореха, порошка гвоздики с добавлением масла или же порошка камфоры и меда. Поэтому если взять шафран, кардамон, мускатный орех, гвоздику, превратить из них порошок или сделать порошок, добавить камфору и мед, и после этого сделать из этого смесь, то это будет чуть ли не панацея от большинства заболеваний, которыми болеет человек. У вас есть порчи из глаза, вы можете приобрести силу управлять порчами из глазами, если вы будете принимать каждый день мумию.
Какие существуют основные методы или основные мантры, при помощи которых можно убрать нервные состояния из энергетического кокона, неисполненные мечты, несбывшиеся пожелания, а также нервные состояния, а также негативные программы, которые находятся в коконе. Если разделить кокон на 3 части, то верхняя часть от груди и выше называется наши мысленные намерения. От живота и до нашей груди наши чувственные намерения. И низ живота и до самых ног называется материальные намерения. Оказывается, можно использовать определенные мантры, которые могут очень сильно улучшить общее состояние наше путем уничтожения вот таких вот программ. Эти мантры звучат так. Ом Пхур Пхуват Сваха. В случае, если читать эту мантру, то разрушаются намерения, вызванные сознанием. Ом Пхур Пхувах Сваха. И хлопнуть в ладоши. Ом Пхур Пхувах Сваха. Если сказать Ом Пхур Пхувах Хум, то так и хлопнуть в ладоши, то происходит разрушение программ, которые связаны с чувственными элементами. Если прочитать Ом Пхур Пхувах Пхат и хлопнуть в ладоши, то у человека происходит разрушение программ, связанных с тяжелыми материальными состояниями. Андрей, являюсь ученицей, порчи с глаза убрали. Как привлечь удачу? Читаем мантру по деньгам месяц, нас скинули на деньги, обманули. Деньгами при перечислении делали посылки. Посыл, как вы учили, вернутся ли деньги к нам, будут ли те люди наказаны. В моей жизни недавно был очень интересный опыт. Этот опыт был вот такой. Общаясь с людьми, которые хотели сделать бизнес, я начал слышать, пришел человек и говорит, меня киданул один человек на очень большую сумму денег. И я невероятно хочу этому человеку отомстить, и я готов прямо сегодня заплатить 10 тысяч долларов, чтобы этого человека там порвали, побили, увезли, уничтожили и так далее. Я этому человеку говорю буквально следующие слова. Я ему говорю, ну у тебя сейчас есть бизнес, есть, но он плохо работает. Я ему говорю, ну так ты можешь взять деньги, которые ты готов потратить на то, чтобы того человека побили, и потратить на свой бизнес. Он говорит, обалдеть, так мне на мой бизнес не нужно так много тратить. Я говорю ему, ну так, а ты потрать, и тогда ты сможешь сделать свой бизнес более успешным. Таким образом, если бы ты вложил 10 тысяч долларов, то есть для человека непонятно, как можно в свой бизнес вложить 10 тысяч долларов, потому что он готов его разрушать, забирать, делать так, чтобы в него ничего не вкладывать. А вот вложить в чье-то наказание он согласен. То есть он готов там вкладывать, готов кого-то уничтожать. Знаете, это такое неправильное мировоззрение, которое недостойно ученика школы Кайлас. Я объясню вам почему. Была женщина на морском курсе, и когда мы сидели вместе, она говорит, меня так надоело, что у меня есть конкуренты, я бы их разрывала на части, я ненавижу их, чтобы они все сдохли, чтобы у них там бизнес не получался и было в жизни что-то. Андрей Андреевич, я готова их порвать. Я у нее спрашиваю, скажи, сколько времени, сколько вы готовы работать для того, чтобы сделать этим людям плохо? Она говорит, я готова с конкурентами работать с утра до ночи, я готова их палить, уничтожать. Я ей задаю вопрос, скажите, а сколько вы уделяете времени своему персональному бизнесу? Она говорит, своему персональному бизнесу я уделяю время 20 минут в день, потому что там есть люди, эти люди постоянно работают, но из-за этих проклятых конкурентов у меня не получается. То есть ты согласна работать и уничтожать конкурентов, тратить на это целый день, но тебя настолько не интересует твой бизнес, что ты ему уделяешь аж целых 20 минут. Но тогда разумнее было бы тратить весь день на то, чтобы улучшать свой вид бизнеса, вникать в него, становиться специалистом в этой области и продвигать его с гораздо большими силами. Получается, человека гораздо важнее или гораздо сильнее интересует элемент мести и элемент работы с какими-то конкурентами, чем возможность работы с собой и поддерживания собственного бизнеса там, или какого-то собственных каких-то идей.
Поэтому, когда я смотрю обычно на обычного человека, который говорит, нам надо отомстить, да не обращайте внимания, поймите, каждые деньги имеют свое направление. Если вы заработали эти деньги и вы договорились, то в случае, если вам эти деньги не отдадут, а вы их отпустите, то со временем эти деньги отдаст вам Вселенная, которая вокруг вас находится, ваша идентификационная персональная Вселенная. Она отдаст все, что вы заработали. В моей жизни, заключая договоры, я их отрабатываю, даже в случае, если человек мне не платит. Но если по договору я эти деньги заработал, то мне все равно, через что они придут. Почему? Главное, чтобы был договор. Поэтому вам должно быть все равно, отдает вам этот человек или не отдает. Просто не ограничивайте возможность поступления денег от того человека, который вам киданул. Сосредоточьтесь на том, что вы уже эти деньги заработали. Ждите. Придет время, и вы эти деньги получите, потому что вы их фактически заработали. А также бизнес не делается через вранье и ложь. Не делается. Никогда не вступайте в проекты, где есть вранье и ложь. Не вступайте в проекты, которые кидают других людей. Не занимайтесь сами кидаловом других людей. Такие компании, как компании Меркурий, компании МММ, это компании, которые созданы для того, чтобы кидать тех людей, которые вы будете приводить. А вы же представляете, вы когда-нибудь приведете какой-нибудь инвестиционный проект человека, этот человек поверит вам, заберет чужие деньги и после этого застрелит себя, дети останутся голодными, возможно, мама сойдет с ума. Это же все горе, это горе, за него должны кто-то отвечать. И после этого вы даже не обратите внимания, что ответ будет у вас. То есть у вас будут забираться деньги, здоровье, появятся несчастья и так далее. Никогда не работайте в сомнительных процессах, не втягивайте людей в сомнительные процессы. Вы просто не понимаете, вы гораздо больше от этого в жизни потеряете. Посмотрите, где сейчас Мавродий, посмотрите, он что, чувствует себя хорошо? Да это все уже проверенное долгим и горьким опытом. Как бы веревочки не виться, конец всегда придет, поверьте. И этот конец обязательно будет. Жизнь длинная штука, но она расставляет все быстро. Поэтому если за счет вас, знали вы или нет, пострадают какие-то люди, и эти люди в дальнейшем будут страдать из-за того, что из-за вас, или вашими руками, или даже чужими руками через вас было сделано горе какой-то семье, то ваша семья за это тоже получит по жопе. Ничего сделать нельзя, ребята, карма. Но я должен открыть глаза. Каждый раз, когда вы вступаете вот в такие организации, которые говорят, ничего не нужно вкладывать, просто нажимай на кнопки, я вам хочу открыть глаза. Всегда помните, деньги, они всегда кому-то принадлежат. Деньги, они не могут быть ничьими. Деньги, они всегда кому-то принадлежат. Вы кидаете банки, помните, что те деньги, которые в банке, они тоже кому-то принадлежат. И они, возможно, принадлежат обыкновенным людям, которые старались, которые зарабатывали. Не бывает так, что деньги ничьи. Поэтому, если вы хотите на ничьих деньгах заработать чьи-то ничьи деньги и так далее, и говорите, что это мы все партнеры, друг друга там помогаем, все это ерунда полная. Вы просто не понимаете, вы кидаете других людей, и в дальнейшем эти люди 100% почувствуют себя плохо. У кого-то будет горе, потому что сколько бы веревочки не виться, конец придет. Это горе повлияет и на вас, и после этого и нищета, и болезни, и тяжелые состояния. Это все будет на вашей совести. Потом все равно, важный вы человек, неважный. Вы знаете, эзотерика, она живет по принципу все правдиво, нету вранья, знаете, все правдиво. То есть хочешь ты, не хочешь, придумал себе, не придумал, тебе все равно придется ответить. Здравствуйте, когда будет вебинар посвящение в учеников для изучающих первую ступень? Больше у нас на вебинарах посвящение в ученики для изучающих первую ступень не будет. Если вы покупали первую ступень, связывайтесь со мной. Те люди, которые где-то нашли первую ступень, там на складчиках, на каких-то сайтах и так далее, получайте ее, изучайте. Прямого от меня посвящения сможете получить только после оплаты стоимости ступени. Вот вам из эзотерики, вот вам и эзотерика. Андрей Андреевич, пожалуйста, объясните о деньгах, о комфорте, если можно сейчас. Можете ли вы что-нибудь сказать о компании Карас, информационная технология защиты данных в интернете? Можно ли с ней связываться? Спасибо.
Я вам скажу так, если вы сами создаете компанию, тогда с ней связывайтесь. Если эта компания чужая, защиты в интернете, защиты там от чего угодно, то не связывайтесь. Почему? Делайте свой бизнес. Что вы попадаетесь вечно на какую-то фигню? Для вас ее делают, и вы после этого это глотаете как рыбы. Но вы для того, чтобы заработать свои $300 или 500, вам потребовалось несколько лет работать. И вы готовы так не любить свою судьбу и пройденные вот эти, так не ценить свою судьбу, чтобы с легкостью просто эти деньги кому-то подарить. Для чего? Чтобы защитить чей-то бизнес. Спасибо за продукты тибетской формулы, очень компетентны. Пожалуйста. Респект вашим принципам построения взаимоотношений в деловых вопросах. Спасибо. На консультации на морском курсе второй смены не успели что-то порекомендовать по тибетской формуле состояния здоровья. Можно, когда меня просматривали, у меня все хорошо, или не успели, или как я сутками не могу выспаться, что посоветуете? Спасибо. Если человек не может сутками высыпаться, это говорит о том, что у него не усваиваются микроэлементы или их нет вообще. Таким образом, в случае, если вы хотите высыпаться, вам нужно первое, начать принимать лимонный сок. Второе, начать принимать супрадин, витаминный комплекс, который можно купить в аптеке, и ревит по одной таблетке 2 раза в день. Также нужно обязательно ввести кислую пищу в рацион питания, принимать грейпфрутовый фреш, лимонный фреш и апельсиновый фреш. И будет много энергии. И мы вас ждем в гости. Когда вам захочется, только сами скажите. Очень ждем, Ирина и Берна. Ой, очень приятно. 3-й год кровят десна, что можно, что только не пробовали. Вылечить десна очень несложно. Нужно набирать полный рот оливкового масла и после этого его очень долго полоскать. Когда вы пополоскали оливковым маслом рот, выплевываете, возьмите скребок с острым предметом, только не нож, можно колпачок от какого-нибудь флакончика, им вышкрябываете свой язык, чтобы белый налет, который там образовывается, счищать. И так делайте каждый день 2, а то и 3 раза, и у вас не будут кровоточить десна. Также в случае, если кровоточат десна, это первые признаки того, что у человека есть заболевание диабет. Если первая ступень получена в подарок, то посвящение можно? Возможно. Андрей, вчера во время нашего разговора вы сказали, что объясните, как построить алтарь для своего бизнеса. Заранее спасибо, Светлана, Германия. Да, для того, чтобы поставить алтарь, вы должны взять то, что вас в жизни очень сильно вдохновляет. Что вас в жизни в настоящей очень сильно вдохновляет. И сделать из этого либо фотографию, либо положить. То есть у вас на алтаре должно быть, алтарь это блюдце. На нем у вас должна быть фотография своего бизнеса, допустим, там офис или там вход в магазин. Также рядом должно быть то, что вас очень вдохновляет в жизни. Ваши дети или ваша фотография, или ваши какие-то метацели, то, что вас может мотивировать. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы делаете несколько поклонов перед вот таким алтарем. И на этом алтаре зажигаете ароматическую палочку, желательно белого цвета, или же ароматическую палочку с запахом пачули. Ну что? Евгения. Да, помню. Ну что ж, итак, что бы вам хотелось еще сегодня дать? Итак, сегодня бы хотелось вам дать еще специальные мантры, которые есть, которые могут у человека создать призмы всевозможные. Я могу сегодня специально для вас провести определенные обряды, которые помогут вам убрать негативные состояния, а также всевозможные предпосылки появления неприятностей в жизни, психических неприятностей в жизни. Итак, первая мантра будет посвящена человеческому духу Пхуту. Признаки духа Пхута: огромная физическая сила, красные глаза, разговаривает как гений, независимо от образования, имеет мелкую дрожь в теле, как при лихорадке, особенно когда сидит, трусится голова. Вы, наверное, заметили это в себе или в окружающих, если все ваши окружающие или знакомые имеют красное лицо, а также очень-очень большое физическое тело, но их постоянно лихорадит. Это говорит о том, что в этом человеке есть поселение духа, который называется дух Пхут.
Как убирается, или как, при помощи которой, какой мантры можно убрать духа Пхута? Его можно убрать при помощи мантры Ом Пхут Пхат. Таким образом, если человек делает на вдохе Ом, и после этого делает Пхут Пхат, и хлопает в ладоши, то он может убрать у себя и окружающего человека, окружающих его людей духа, который называется дух Пхат. Еще раз. И после этого Пхут Пхат, и хлопает в ладоши. Таким образом, он убирает духа Пхута. Этот дух Пхут очень часто распространенное явление. Если у человека есть дух Пхут, то после убирания такого духа у человека появляется очень плохой запах от его нижнего белья. Бесчеловечный дух Пишах. Человек, в которого входит такой дух Пишах, очень становится слабым, сквернословит, тело становится мягким, стремится к желанию показывать свое обнаженное тело. Люди обычно живут очень грязно, очень часто воняют, всегда голодны. Это люди, которые стремятся к уединению, очень часто кричат. Это люди, которые склонны к истерии и плачут без причины. Мантра такого духа или изгнание такого духа звучит так: Ом Пишах Пхат. То есть это выполняется так: на вдохе человек делает, после этого делает Пишах Пхат и хлопает в ладоши. Если сегодня попроизносить много раз Ом Пишах Пхат и после этого сделать это рядом с тем человеком, у которого есть такая проблема, и подуть на него, то после этого у этого человека данная проблема исчезнет. Якшини, бесчеловечные духи. У людей, у которых входит якшини или якши, появляется мания, одержимость красными цветами, красными одеждами, склонность к медленным разговорам. Это люди, которые разговаривают медленно. Также это люди, которые очень сильно любят кривляться и создавать образ через свои глаза. То есть они хмурятся, там как-то делают. Также очень сильно открывают рот в случае, если есть бесчеловечный дух якши. Это высовывание языка, оскаливание зубов, это непонятное движение мимики, особенно в случае, если в мимике участвует движение глаз. Звук, который может убрать вот таких вот духов, звучит так: Ом Якши Пхат. Я надеюсь, вам очень нравится та информация, которую я даю. Данной информации очень много, и не было у меня намерения создать для вас сегодня там семинар или его вам там сделать. Сегодня я вас познакомил с одними из качественных духов, которые существуют. Их есть 22 класса, и я думаю, что данную лекцию я смогу с радостью продолжить для вас на следующем вебинаре, если вы захотите на нем присутствовать. Итак, сегодня можно провести какой-нибудь обряд и сделать его длительным. Или же вы сейчас должны мне написать, какой из обрядов вы хотите или что бы вы хотели улучшить в своей жизни. То есть вам нужно улучшить здоровье или отношения в семье, или отношения материальное, или там денежное что-то. И я вам смогу провести сегодня обряд для учеников и не для учеников, такое, чтобы у вас в жизни появилось материальное благополучие. Есть у нас ваджра здесь, да? Итак, пишите, что вы хотите, и после этого я напишу, вернее, я специально для вас проведу обряд определенный. Здоровье, ура, материальное, отношения в семье, финансовое положение 2 раза, материальное 3, материальное 4, денежный 5, материальное 6. Надо или голодные духи, или деньги. Там о конъюнктивите у ребенка. Конъюнктивит у ребенка можно убрать при помощи
капли, которые называются левомицетиновые капли для глаз. Капайте каждый день и не будет болеть ребенок, за 3 дня уберете. Также дайте 1 таблетку ампицилина на ночь. Здоровье, деньги, деньги, здоровье, материальное благополучие. Материальное благополучие, материальное благополучие, материальное благополучие. На деньги материальное благополучие. Ой, у вас сегодня все денежное идет, вы представляете? Материальное благополучие, денежное, материальное, материальное благополучие, как можно конъюнктивит, левомицетиновые капли. Материальное благополучие, материальное, материальное благополучие. Скажите, стоит ли восстанавливать слух, постоянный шум в ухе? Нет, не стоит восстанавливать слух, нужно убирать склероз. Попейте Актовигин. Финансовую любовь. Как это может быть, любовь финансовая? Материальное благополучие. Материальное никак не получается. Деньги, деньги. Деньги, деньги. Материальное. Итак, сегодня я проведу вам обряд. Этот обряд называется убирание препятствий жизни практикующего абсолютного везения. Называется она святым ваджром. У нас есть ваджр здесь? Спросил Свет. Для того, чтобы провести правильный обряд, я возьму сейчас палочку ароматическую с запахом пачули. Нету, не надо, все, не страшно. Запахом пачули. А? Нет. Ваджечка, ее надо выкрутить просто. Ребята, вы сейчас смотрите меня в интернете. Я сейчас поставлю вот так вот ручку, а вы к моей ручке прикоснитесь, пожалуйста, своей рукой. Или поставьте свою руку так, чтобы там левой или правой рукой прикоснуться. Я ставлю левую, а вы прикасайтесь правой. Смотрите, в случае, если вы прикасаетесь, вы должны увидеть, у меня очень-очень красивый треугольник такой в середине. Вот вы должны его представить у себя на правой руке. Видите, у меня замкнутый треугольник такой с прямой линией посередине. Вы представили, будто у вас точно такой же треугольник, как чаша, находится в середине вашей руки. Все, представили, делаем вдох и делаем выдох. Молодцы. Представляете, будто вы сидите сейчас, и рядом с вами находится красивая тарелочка белого цвета. И на тарелке белого цвета сверху находится символ, который выглядит вот так, как ваджра. И делаем вдох и делаем выдох. Можете, теперь ничего не представлять, я почитаю мантру. Омани бибула гарпе прапхета тагата нира дешане мани мани супрапхе мали малиса гара гамхире хум хум джвал джвала буда валките гухья печите гарпе соха. Еще раз. Омани бибула гарпе прапхета тагата нира дешане мани мани супрапхе вимали малиса гара гамхире хум хум джвал джвала буда валките гухья печите гарпе соха. Мани бибула гарпе прапхета тагата нира дешане мани мани супрапхе мали малиса гара гамхире хум хум джвал джвала буда валките гухья печите гарпе соха. Омани бибула гарпе прапхета тагата нира дешане мани мани супрапхе мали малиса гара гамхире хум хум джвал джвала буда валките гухья печите соха. Представляете, будто вокруг вас есть дворец. Представьте, будто у вас в том месте, где вы сидите, дворец. И представляете, будто в том дворце, где вы находитесь, на вас одеты золотые одежды. Больше ничего не представляете. Попытайтесь ощутить, что ваше тело только что поело. Это очень важно. Как будто вы только что наелись, у вас полный живот еды. Полный живот еды и внутренняя удовлетворенность тем, что вы очень хорошо поели. Маленький, вот тут маленький свет. Ом мани ваджахума 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 мани ваджахума. Ом мани ваджахума мани ваджахума мани ваджахума мани ваджахума мани ваджахума.
Ом Мани Ваджа Сатва Соха, 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 Ом Мани Ваджа Хум, 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 Ом Мани Ваджа Хум. Делаем вдох и делаем выдох. И представляем, будто вокруг нас появляется бесчисленное количество радуг. Я читаю мантру. Ом Мани Тхири Хумпхат, 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 Ом Мани Тхири Хумпхат. И вместе со мной начинаем произносить на вдохе нам, а на выдохе слово Шрим, только без буквы М. И вместе со мной. Ставим указательный палец правой руки перед собой, обводим себя. Раз, два, три. И делаем выдох. И запечатаем себя. Ом Махум Хахохри. 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 Делаем вдох и делаем выдох. Представляем, как будто мы сидим и у нас полный живот еды. Также такое ощущение, как будто мы наелись, и у нас полный живот еды, и мы удовлетворены. Попробуйте сделать так. Ай, как вкусно покушали. Ай, как вкусно покушали. Ай, как вкусно покушали. И теперь фишка. В случае, если вы будете от сегодняшнего дня и до следующей пятницы каждый день 3-4 раза делать вот так вот, как будто вы сели и представляете, будто у вас полный живот еды, и вы очень удовлетворены этой едой, то у вас до конца недели увеличится материальный приход в несколько десятков раз. Поэтому вы можете смело этот метод использовать до конца следующей недели, когда в пятницу вновь я проведу бесплатный вебинар, а у нас там вторая ступень, да, или через неделю проведу вебинар, и после этого вы сможете на одну неделю сейчас включить у себя ту практику, которую я сейчас провел вместе с вами. Я мечтаю, чтобы в моей школе было очень много человек. Моя мечта заключается в том, чтобы большое количество людей обрели ценности, среди которых одной из самых важных ценностей является обожание своей семьи, среди которых одной из лучших, наверное, ценностей является обожание своей собственной жизни. Ценности, которые должны быть привиты каждому человеку, это ценности, наверное, получения радости в жизни, отсутствие страданий, которыми постоянно живут люди, присутствие доброты в семье, которая не позволит друг друга использовать, а также не позволит друг друга мучить. Это прививание ценностей, которые возникают у меня, когда я людям читаю семинары и даю философии первой ступени школы Кайлас. В моей жизни есть безумное желание и безумная идея. Наверное, она не особо безумная, потому что я верю, что она исполнится. Эта идея заключается в объединении большого количества людей, которые могут называть себя учениками эзотерической школы, в общественную организацию. И в дальнейшем те люди, которые будут частью моей общественной организации, если нас будет много, 10 миллионов человек или даже больше, мы можем влиять на тот социум, в котором мы живем. Таким образом, мы не будем больше слушать тот социум, который диктует нам свои условия, страдания, а можем построить свой индивидуальный социум, который будет приносить нам только состояние радости и счастья. Для этого есть идеи, силы, также есть возможности. Поэтому помогайте мне, становитесь частью общественной организации, становитесь учениками школы Кайлас. И я обещаю вам, что мы сможем сделать так, чтобы жизнь людей, которые живут в мире, была более чистой и более комфортной.
Давайте все вместе скажем «нет» страданиям и каждое утро будем просыпаться со словами «счастье, счастье, радость, радость» и будем делать все для того, чтобы жизнь была полна удовольствия, удовлетворения, радости и счастья с увеличением материального благополучия и с увеличением наших внутренних и родовых ценностей. Ну что, я желаю всем настоящего человеческого счастья, что по-русски звучит так. А теперь смотрите, очень часто люди бедные начинают завидовать богатым. Когда, допустим, даже не завидовать, а начинают там, допустим, к чему я это говорю? Недавно я смотрел такое видео, и там в этом видео одна женщина говорит, мы можем как маги взять и, допустим, отнять энергию у богатого человека для того, чтобы быть потом самими богатыми людьми. Вот смотрите, богатый человек и бедный человек, они разные вибрации. У богатого человека больше комфорта, отдыха, и он чувствует состояние спокойствия. У бедного человека больше агрессии, больше элементов выживания, он чувствует бесконечную опасность, ему необходимо выживать. Когда человек с низкими вибрациями начинает завидовать человеку очень богатому, то он делает для него большую помощь. Какую? Он забирает у него вот эти панические атаки, которые возникают у человека из-за того, что он у кого-то что-то своровал. Именно поэтому нельзя завидовать богатым, потому что после этого начинаются панические атаки. Кстати, так не по теме, а чуть-чуть по здоровью. Обратилась ко мне женщина, я ни для кого не секрет, очень много лет занимался тем, что принимал людей. На протяжении более чем 12 лет я в своем офисе на Шита-Руставели, сначала это было в городе Виннице, потом я ездил в город Харьков, потом еще в разных городах, даже в России, в Тюмени и Владивостоке, и там еще где-то, в Москве, Новороссийске, там, в Екатеринбурге, где только не находился. И принимал людей, проводил маленькие встречи такие, принимал после этого людей, делал это совершенно бесплатно. И можно сказать, что это сформировало мой определенный, я его называю физиологический, возможно, или такой физиологический, патологоанатомический опыт. Вот, который позволяет мне делать выводы. Я могу сказать, вот и у меня есть вот такой вывод. Смотрите, если в женщине, допустим, 75 килограмм, вернее, если в женщине рост 1,70 м, и убрать, допустим, метр и оставить 70 килограмм, то в случае, если женщина худеет и становится худее, чем 15 килограмм от данного веса, то у нее начинаются панические атаки. Если добавить к этому 2 килограмма, начинаются проблемы варикозов на ногах. Если еще 2 килограмма добавить, то начинаются проблемы с эндометриозом, ну уменьшить вернее. Если еще уменьшить, то начинаются проблемы с сердцем. Если еще уменьшить, проблемы с головой и проблемы демиелинизации коры головного мозга. Таким образом, женщины, которые имеют вес от своего веса минус 15 килограммов, то есть у них, допустим, 1,65 м, вес должен быть 65 или до минус 15 килограммов. Если эти минус 15 килограммов есть, знайте, вы себя ломаете. Ни в коем случае этого не делайте. Это такие наблюдения, их сейчас опишу в книге. Вот сегодня, собственно, целый день этим и занимался. Вот там страниц, наверное, 20-30 написал. Когда-нибудь выпущу. Естественно, не завидуйте богатым, потому что человек, который бедный, забирает у богатого вибрации страдания, которых у него немного. А это страдания, потому что он украл. Тем самым человек может стянуть, ну, панические атаки. И после этого человек живет, после этого посмотрел на богатого человека, там, ой, так рассчитался, подлюка, что это такое, там, и так далее. А у человека потом выходит такая женщина, живет, и у нее начинаются панические атаки, депрессивные эпизоды и так далее. Сразу же хочется сказать, Андрей Андреевич, что вы хотите сказать, что у вас нет таких учеников или таких людей, которые прошли, им стало не лучше, а хуже? Да, есть. И я объясняю сейчас, и ранее объяснял, почему так происходит. И я хочу еще раз это сказать. И на первых всех ступенях говорил, и сейчас скажу, что основа любой эзотерики заключается в том, чтобы человек духовно рос. Именно поэтому это и называется духовное развитие. А духовное развитие — это быть добрым человеком.
И поэтому никакие эзотерические практики со злыми людьми не работают правильно. Никакие исполнения желаний со злыми людьми не работают. Никакие «я там отомстю», глаз на жопу, ничего не получится. Оно не так работает вообще. Это чувства, они же мучают. Не глаз на жопу, а я знаю, что скоро глаз на жопу. А как? Да неважно. Вот в этом случае он точно налезет, понимаете, куда нужно. Но я злому не учу, знаете. Тем не менее, если это по доброте душевной. Таким образом, я даже часто говорю, вот люди говорят, сегодня ученик школы 7 ступеней закончил, 2 года уже работает. И говорит, Андрей Андреевич, сегодня там мои тещи налили воду какую-то или там что-то подкинули на забор. Что нужно? Я вот сдул это все энергетически, покрестил и сдул. 7 ступеней за плечами, 7 ступеней высокой духовности человека. То есть человек говорит мне следующие слова. Он говорит, я нашел врага. Там, где есть зло, или там, где... И я провел войну, то есть я сдул, то есть сейчас это война. Они мне объявили войну, и я сейчас как жахну, плюну, а их там повернет. Если у тебя есть война, то эта война создает врагов. Если ты считаешь, что тебе кто-то подлил, это уже война. Если есть война, значит есть враги. Если есть враги, то они будут 100%. Тогда что нужно делать? Хочу еще раз сказать. Подлили вам, смотрите на это и говорите одно лишь слово, которое полностью всегда все и убирает. Это слово звучит так. Тю. Конец. Все, ничего не делаете. Делаете так, тю. Я обычно говорю так, тю и все. Почему? Это самый простой принцип. Почему? Ну, потому что это не удивило. Это, знаете, то слово, которое говорит женщина в тот момент, когда мужчина долго пишет ей в интернете, там, когда мы встретимся, то ты будешь поражена мной, там, я тебе там докажу, насколько я там энергетичный, шоколадный заяц, ласковый мерзавец и так далее. И потом он приезжает, выключает свет, и через 7 минут она говорит, тю. 7 минут это очень сильно. Естественно, как... Это слово, которое говорит обычно... Соня, закрой уши. Это слово, которое обычно говорит женщина в первую брачную ночь, понимаете. Я вам могу сказать, что это слово, которое необходимо, которое убирает абсолютно любую порчу, проклятие, там все что угодно. Ой, у меня порча, проклятие. Тю. Все, это тю слово. Можете официально, хотите официально напишу. Эзотерическое слово, убирающее любое зло. Это слово тю. Все. Очень удобно работает. Налил вам там кто-то, петуха какого-то без головы бросил вам там с надписью, там, чтоб ты сдохла. Подходите, ногой его трогаете, говорите, тю, какая ерунда. И все. После этого закапываете, после этого соседке говорите, послушай, ну ты в следующий раз мне мертвого не бросай. Давай одного мертвого и одного живого. Потому что я живого с мертвого удобрения, а с живого бульон. А там я на все согласна. Вообще все. Нужно говорить, вообще все, что отдают, можно собрать совсем. Понимаете? Поэтому, когда отдают, знаете, лучше бы... Вот когда человек говорит тю и после этого не обращает на это внимания, то вот после этого начинается уже не тю для того, кто это сделал. А когда сейчас надо срочно сдуть, скрестить, защиты поставить. О! Вот сейчас это начинает действовать. Теперь живот заболит, теперь там голова болеть начнет, теперь переклад этот начнет работать, там теперь этот подлив начнет как-то действовать и так далее. Знаете, сколько в жизни я пережил как эзотерик всевозможных влияний до того момента, пока не понял, что да не бороться нужно, а игнорировать. Когда начал игнорировать, все стало все равно. Мне женщина когда-то сказала, Андрей Андреевич, я тоже когда-то игнорировала, долго вообще, не обращала внимания. То подливали, то кидали, то плевали, то монеты, то там пух.
и перья, и там что только не было. А потом меня как зацепило, сын разбился, я голову разбила, дети там пострадали, сестра с ума сошла и так далее. Вот я сейчас обращаю на это внимание. Я говорю, но перед тем, как это случилось, вы делали что-нибудь сами? Она говорит, ну, конечно, я эзотерикой занималась. Там, если кто-то обращался, там, чтобы там, отомстить там, или еще что-то. Я говорю, ну, так это у вас вендетта просто произошла. То есть вы делали, и после этого сами себе наделали. Поймите, когда я занимаюсь с вами, то я занимаюсь прежде всего еще и с собой. Но когда я кому-то хочу сделать гадость, то я ее прежде всего делаю себе. Это такая особенность. Желаешь кому-то добра, желаешь его прежде всего себе. Желаешь кому-то горе, знай, желаешь горе прежде всего себе. Почему? Ты из себя это отдаешь. Это твое вначале. Поэтому какой бы ты ни был не ты все равно являешься собой. Обряд от зависти и зла. Ну, раз вы хотите, ну, конечно. Итак, для того, чтобы убрать зависть и зло, а также для того, чтобы убрать любое проклятие и проблему в жизни, я рекомендую использовать или выполнить следующий обряд. Возьмите в правую руку 7 перцев чили сушеных и проведите 7 раз над своей головой или человеку, которому вы должны провести обряд убирания невезения в жизни, проклятий, проблем и так далее. И 7 раз над головой человека. После этого бросьте в костер, тут же отворачивайтесь и уходите, не дожидаясь до того момента, когда перец прогорит. Если вы над человеком это сделали и после этого сжигаете это в костре, и если человек в этот же момент, когда вы это делаете, начнет очень сильно кашлять или чихать, даже если находится на расстоянии, это говорит о том, что у человека было все-таки вот такая приворотная магия, или он был носителем проклятия злобы или проклятия зависти, и вот таким образом это можно было бы убрать. Но не у всех есть, наверное, перец сушеный чили. Можно ли чем-либо заменить? Можно. Можно вместо перца чили взять пригоршню каменной соли. И точно так же 7 раз провести, взять в правую руку, 7 раз провести над головой человека, после этого бросить в огонь, не поворачиваясь, уйти. Чтобы все сожглось, вот здесь есть такая особенность. В случае, если вы это сжигаете в квартире, это можно делать в квартире, такой обряд. Сжечь, допустим, это все на сковороде или сжечь это все там в какой-нибудь тарелке, но обязательно это должно покинуть пределы вашего дома. Проклятие, сглазы, порчи, как на нас это влияет и как мы это можем ощущать. Наверное, это может быть интересной темой. Давайте попробуем сегодня найти правых и виноватых в тех неприятностях и гадостях, которые с нами могут происходить. Как же мы ощущаем нехватку энергии, как же эта энергия из нас уходит. И когда вы начинаете заниматься эзотерическими практиками и начинаете работать с кем-то, то очень часто вы можете это как-то замечать. Сегодня я хочу рассказать, как же мы можем идентифицировать негативное влияние. История моей практики. Очень так бывает, что я иногда берусь за людей, которыми занимаются те люди, ну, допустим, семья, там мужчина и женщина, прожили вместе 45 лет совместной жизни, и вдруг он уходит к 27-летней девушке. При этом у них нажитое имущество, у него не очень хорошо с потенцией, он не самый красивый и, наверное, удачный жених, который может быть. Девушка по глазам написано, ну, он ей не нравится, и там все это понимают вокруг. И когда он женился на этой женщине, у них была любовь, она длилась долго, он ее добивался, у них 3 или 4 детей, огромное количество имущества, совместный бизнес. Всю свою жизнь они вместе ездили отдыхать, у них великолепные отношения, они каждое утро просыпаясь целовались, каждый вечер засыпая обнимались, понимаете, и ничего не предвещало никакой беды. И после этого вдруг в один момент он собрался и сказал, мне нужно уехать там куда-то, я уезжаю. После этого куда-то уехал и приехал уже с девушкой, через 4 дня ее привез к себе в офис и сказал, это Зина, я с ней буду жить. Естественно, женщина ко мне приехала и говорит, для меня это шок, для моих детей это шок, для всех близких шок. Андрей Андреевич, что можно сделать?
На самом деле то, что я видел, было связано с конкретной магией, потому что человек вел себя совершенно не так, как он жил и вел себя в обыкновенной жизни. То есть он совершенно по-другому начал относиться к этой женщине, глядя на нее. Она говорит, он меня никогда не презирал, он никогда меня не называл матом, он вообще очень интеллигентный, хороший человек. И в этот момент он вдруг за несколько дней начал материться, начал выпивать, начал приходить домой, на нее вытаращиваться, кричать. Что же произошло? Этот мужчина, он очень высокопоставленный чиновник, и когда у него не было денег, и все жили, и все было хорошо, ничего не происходило. А это вдруг у него появился сумасшедший достаток, и, естественно, в этом сумасшедшем достатке вдруг появилась вот такая нужная ему женщина. При этом он сразу же начал вытаращивать глаза и кричать, что я ничего никому не дам, я все заберу, все на мне, никто ничего не получит, мои дети мрази, моя жена дура, все сволочи вокруг. Перестал общаться со своими друзьями, его лучший друг ему позвонил, говорит, что ты делаешь, он говорит, ты тоже идиот. Одним словом, я люблю только Зину и все, больше других вариантов никаких. После этого я начал работать, потому что обратилась жена, и начал работать до того момента, пока это не стало отдельной семьей. Почему? Есть такая особенность. Вы понимаете, в случае, если уже образовалась семья, и они официально расписались или официально обвенчались, то я их воспринимаю как отдельная семья, независимо ни от чего. И если он ушел, допустим, от своей жены и пришел к своей новой женщине, и после этого они расписались и обвенчались, то я помогать не буду. Объясняю почему. Они уже фактически новая семья. У меня есть принцип жизни. Я семьи не разрушаю. Понимаете? У меня есть принцип жизни. Я в семьи не разрушаю. Поэтому даже если она нечестным путем была создана, но они уже являются официально зарегистрированной семьей, то я в это все не вмешиваюсь. Сразу же было понятно. Официального у них ничего нет, но она просто, девочка сразу его потянула, но когда приехали в церковь, был праздник какой-то, и батюшка отказал, сказал, сегодня вас венчать не буду. Естественно, обратилась жена, говорит, нужно срочно что-то с этим делать. Начал проводить работу и начал ощущать на себе неприятное влияние. Почему? Потому что с той стороны находится тоже кто-то. Итак, как мы это у себя ощущаем? Могу рассказать. Вечером начинают болеть сосуды, жилы и суставы. Понятно? Если болят вечером сосуды, жилы и суставы, это значит, кто-то тянет из этих мест энергию. Обычно это берется в нижних чакрах. То есть это сосуды, жилы, это все как кто-то вытягивает. И ощущение болезненное. Если у вас настроена энергетика правильно, то у вас мгновенно появляется расстройство кишечника. Если у вас работает энергетика на состоянии гармонии, то после того, когда у вас это появляется, вы ходите там 1, 2 раза, 3 раза в туалет, по-большому, как будто у вас расстройство. В этот момент они получают по лбу. Это если у вас очень хорошо работает энергия, как у меня. В случае, если не хватает этой энергии, то мой совет: сядьте вечером и начните выполнять практики накопления энергии по методу нашей школы. Это метод дыхания СОХа. Помните, я когда-то рассказывал, на вдохе СО, после этого задержать дыхание, на выдохе ХА. А также практиковать метод дыхания, который называется НАМ, и на выдохе ТХА. Когда человек очень быстро дышит. Как? Если вот так делать, то у вас отрезаются все элементы влияния на вас. Понятно? Все элементы влияния на вас, те, которые работают по принципу РИМС. Я не знаю, когда-то рассказывал, наверное, на порчах из глазах и говорил, что существуют разные элементы влияния на человека. Там 22 класса духа, вы такие духи и такие, и они там по-разному влияют. Есть класс духов, называется РИМС. Так вот, влияние духа в РИМС – это влияние через нижние конечности. Человек ощущает в нижних конечностях, ощущает, будто кто-то оттягивает энергию. Это как бы жилы вытягивают и наматывают прямо. Может быть ощущение, будто жилы натягивают. В это время ночью обязательно должны сниться сны. Какие? В снах вы должны ощущать, будто кто-то у вас что-то забирает обязательно. Также вы должны решить какой-то вопрос. Также очень часто снятся собаки, цыгане, евреи в одеждах. Или снится, возможно, то, что может вызвать у вас состояние возбуждения, там, полового, нервного, психофизического, эмоциональное. То есть это ревность, которая вызывается в ночное время и так далее.
Также первые признаки того, что на вас влияет ночью, это то, что вы, просыпаясь, ощущаете холод в конечностях. Холод в конечностях. Как мы чувствуем это, то, о чем я говорил? Мы обычно это, в случае, если на нас кто-то влияет, то мы это чувствуем в виде пекут ноги вечером, болят суставы на ночь, болит поясница. Как мы это можем все пресекать? Вечером мы проводим практику, при котором вдох мы делаем длиннее, чем выдох. Таким образом, какие я рекомендую? Нам на вдохе, тха на выдохе. Что такое тха? Бам, дзам и тха – это звуки, которые отрезают от человека все нити. То есть, если вы будете вечером читать нам и после этого на выдохе дза, нам, после этого на выдохе бам, после этого нам на выдохе тха, вы этим отрезаете все нити. Какие? Это нити болезней римс, нити болезней гьял и нити болезней дзам. Вот так. Есть такие нити вот таких болезней, которые можно передавать и которыми можно влиять на человека. Также проводить обыкновенное дыхание соха, на вдохе стараться как можно больше вдыхать, на выдохе как можно меньше выдыхать. Таким образом вы будете отрезать все нити, потому что у вас будет происходить перенакопление саттвической энергии. А саттвическая энергия, она в вечернее время убирает все подключения человеческого эфира и все подключения любого чужого сознания. Почему? Чужое сознание – это солнечные нити, которые проникли и хватают вас за ноги. Понятно? Мы это можем отрезать только при помощи саттвической энергии. Она возникает только в вечернее время или ночью. То есть, если вам плохо, у вас уже расстройство началось, если вам плохо, у вас уже сосуды, ноги, суставы болят, то тогда вам надо выполнять саттвические практики в вечернее время. На вдохе делать вдох как можно длиннее, выдох как можно короче. Таким образом вы будете так отрезать вот эти вот нити. Понятно? Будет легче мгновенно. А с той стороны будет хуже намного. Почему? Потому что у них будет сразу же идти переизбыток ваджарной энергии в ночное время и будет вызывать сильнейшие головные боли. Понятно, да? Поэтому с той стороны работают, с этой стороны улыбаются. Все в порядке. Если до вечера, вот у меня в моей жизни, начал работать с такими людьми, до вечера начали болеть ножки. Сел вечером, я знаю, что делать, я подкованный человек, понимаю, что со мной происходит. Начал работать с саттвическими энергиями, на вдохе сат, на выдохе тва, на вдохе ом, на вдохе со, на выдохе ха, и на вдохе длиннее вдох, на выдохе короче выдох, также нам тха, и после этого сразу же стало лучше. Ночь поспал, утром проснулся, супер. Вы представляете, оказывается, так мы можем контролировать. Также ваджарная энергия – это чужие мысли. Что дальше нужно делать? Но часто мы можем подвергнуться еще и магии. Эта магия может называться кладбищенская магия. Это когда нас, допустим, как адепта, кто-то заказывает, платит за это большие деньги и может использовать куклу, а также может использовать кладбищенскую там, пыль, кладбищенскую землю, ложить в гроб к человеку, в рот там, фотографию, чтобы жевал, там, на сковороде жарить, знаете, и так далее. И это тоже в своей жизни происходило. Могу научить, как от этого избавляться. Ребята, да нереально воздействовать на меня. Я это все прошел, и Крым, и медные трубы. Я знаю, что это такое. Были люди, которые собирались между собой по 10 человек. Приходили в глаза, смотрели и кричали: мы тебя порвем. Мы будем каждый по очереди, каждые 6 часов влиять на тебя, сжигать твои фотографии, жарить на сковороде с человеческой кровью. Тебе придет конец. Да, auf Wiedersehen вообще. Почему? Я знаю, как с этим можно сражаться, как это все делается и что с этим можно делать. Для этого необходимо вечерний контроль сознания. Каким образом он происходит? Закрывая глаза, начните произносить какой-нибудь стих. Могу вам и дать такой совет. Вечером, закрыв глаза, смотрите с закрытыми глазами вперед и произносите какой-нибудь стих своим внутренним голосом. Допустим, широка страна моя родная, много в ней листов полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. После этого лежите и ждете, вновь ваш голос появляется или нет. В этот момент, если есть кладбищенская магия, то должен появиться голос по тембру, отличающегося от вашего голоса. Вот если он появился, скажите: пошел, и дальше матом про себя, закрытыми глазами.
И все помогает отлично. Это волшебное трисловие. Очень рекомендую использовать только в одном случае. Если вы лежите с закрытыми глазами и слышите вот такие голоса. Почему? Неуважение к этой энергии заставляет эту энергию отдернуть от вас щупаться. Понятно? Она боится такого огня. А вот она уже сатвическая. Микрофончик. В вечернее время, когда человек ложится, он может почувствовать на себя влияние. Есть даже практика такая по идентификации такого влияния. Я обычно своим ученикам не рассказываю, но раз сегодня такая тема, я могу рассказать. Человек должен понять, кто этот голос, который разговаривает в середине его, и должен идентифицировать его как свой персональный голос. Как я это делаю? Один раз в день я произношу определенный звук. Он должен быть короткий. Этот звук аум, допустим. Аум. И после этого с закрытыми глазами я начинаю слышать свой персональный голос в том тембре, который я его услышал своими ушами. То есть он должен в моей голове повторяться только в моем тембре. Это мой персональный внутренний голос. Все. Если появляется другой тембр, то это не мой персональный голос, и все остальные голоса я посылаю. Понятно? Если я вечером ложусь спать и слышу, что там помимо моего тембра голоса появляется еще чужой тембр голоса, то после этого этот тембр голоса идет на 3 веселых буквы. Вот какой кошмар. И это великолепно и очень хорошо работает, причем купируется мгновенно. Таким образом, любая кладбищенская магия будет играть не в сторону того человека, который обращается. Почему? Такая магия – это магия зла. И к этой магии зла ее можно развернуть только злом. То есть, получается, клин можно вышибить в этот момент только клином. Поняли? Поэтому мужчина или женщина, которые лежат и начинают петь или произносить свой внутренний аум, допустим, в этот момент «хорош аум», и что ты? Обычно такие голоса они используют или маты, или какие-то ругательственные элементы анализа. И они в вашей голове создают ругательные элементы анализа. То есть это что-то начало ругаться. Если вы это идентифицируете, сразу же посылайте. Говорит, да, пошел ты, и дальше туда пошел. Конец. Отпускает мгновенно. Вы заметите, одного раза достаточно. Если идентифицировал, то споймал. Если идентифицировал и споймал, то пошли. Все. Видите, как все просто работает. Гениально. Все гениальное просто, ребята. Таким образом, идентифицировать влияние на свое сознание можно, особенно в виде вечерней или ночной кладбищенской магии. Можно ли влиять на такого человека? Да нереально. Почему? Потому что кто-то подключает, и это работать может только ночью, через вот такую энергию сатвическую. И после этого эта сатвическая энергия ночью, по идее, должна включать второй голос, который подключается к моему персональному голосу, внутреннему, и подкидывает туда, не моим голосом, подкидывает туда какие-то идеи. То есть там, как обычно у человека это проявляется. Если такой вирус вошел в ваше сознание, то вам на протяжении дня обязательно хочется поматериться. Вам на протяжении дня обязательно хочется кому-нибудь хамануть, понимаете? И идентифицировать это легко. Вечером легли, закрытыми глазами вспоминайте, как звучал ваш голос днем, пытайтесь произнести какие-то стихи красивые по возможности. Если кто-то вмешался, посылайте. Конец. Оказывается, все гениальное легко делается. Если у вас есть возможность все-таки покупать мои курсы, делайте это через официальный сайт или через партнерскую программу. Тех людей, которые участвуют в партнерской программе, дайте им возможность заработать. Это же сегодня вы даете, завтра вам дают, понимаете? Вы же понимаете, круговорот обмена веществ, только круговорот энергетический. Семья – это поддержка. В семье нужно тотально поддерживать. А поддерживать – это хвалить. А еще хочу сказать, хвалить – это значит благословлять. А критиковать – это значит проклинать. Просто вы должны теперь знать, как работает эта энергия. Вы критикуете человека, который живет с вами. Это говорит о том, что вы этого человека проклинаете. То есть энергетически критика и проклятие имеют одну и ту же энергетическую форму. А когда вы хвалите человека, это то же самое, что благословлять. Когда вы хвалите, благословляете. Когда критикуете, проклинаете. Таким образом, вот ребенка критикуешь, вот у тебя не так, и там это не делаешь, и вещи не ложь. Посчитайте на пальцах, сколько раз вы этого человека прокляли. Много
Что будет дальше? У этого ребенка может быть счастливая жизнь? Каким это образом она может быть счастливой? И со взрослыми, со всеми, вы представляете? Много раз критиковали, много раз. Это очень создали плохую судьбу. Не нужно критиковать. Ломает людей критика. Очень ломает людей критика, особенно маленьких детей. Их нужно хвалить. Их нужно... И я даже хвалю, я раньше думал, что они не понимают. У меня роза, а ей еще года нет. Знаете, я ее хвалю, и она прямо аж тает. И после этого цветет. И это она подносит, и это дает. И это она бегом там подносит, и уже посуду залазить мыть, знаете. Там, ой, ты молодец, и маме помогаешь. Какая же ты молодец. И ты такая хорошая. И вот всем помогаешь. Иди сестре помоги. Она там, вот смотрите, Роза вас научит на горшок ходить. После этого Роза хочет, не хочет, идет садиться. И после этого смотрит на всех старших, чтобы они видели, как она на горшок. Говорю, какая ты молодец. И на горшок Роза ходит. Это к тому это пословица, хвалящий хвалит Бога? Нет. Бога хвалить не нужно. Я думаю, что, может быть, чуть-чуть по-другому, я сейчас не могу вспомнить. Конечно, я могу сказать, что вот когда человек говорит, где бы нам получить благословение, не нужно благословения. Нужно обязательно искать того, кто похвалит. Это и есть самая большая благость. Если ребенка хвалить часто, если мужа хвалить, ребенок звездочку с неба достанет. А за что его хвалить, если он какашка? Хвалите за то, что он какашка. Ой, какой ты молодец, это у тебя получилось. Надо же, ничего страшного. Помните, есть два элемента, которые делают мужчину гениальным. Это хвальба и поддержка. Ничего страшного, такое бывает, со всеми бывает, каждый имеет право на ошибку. И после этого, ты все равно молодец, я же знаю, ты добьешься. Конечно, вытаращит глаза, будет грызть проволоку, но добьется того, что вы хотите. Можно вопрос? Конечно. А если, допустим, в окружении есть люди, которые часто критикуют, и даже если ты не спрашиваешь совета, они просто лезут? Нужно говорить, кому я не нравлюсь, у того нет вкуса. Кому я не нравлюсь, у того нет вкуса. Да, персональный тиран. Спасибо. Я обычно говорю спасибо, я учту вашу поддержку. Или еще делаю так. С кем вы разговариваете сейчас? Я даже не могу. После этого с тобой, да не могу. И убрать энергетические сглазы и порчи человеку, и как сделать так, чтобы можно было применять какие-либо из методов, которые я даю на своих семинарах. Существует невероятно хороший семинар, который называется «Сглазы и порчи». В случае, если человек начинает работать по семинару «Сглазы и порчи», то он может очень много в жизни негативного убрать. Но одна из особенностей, которая есть у тех ребят, которые начинают заниматься эзотерикой, заключается в том, что у них недостаточно хорошо развита психическая деятельность и недостаточно хорошо развито состояние псиэнергии. То есть у человека плохо работает накопление псиэнергии, так как он в большинстве своем псиэнергию тратит на гормональный фон свой. То есть ему гораздо важнее страдать, ему гораздо важнее спорить, ему гораздо важнее выяснять отношения. Для этого человека гораздо важнее кого-то воспитывать. И этот человек просто упирается в то, что он расходует психическую энергию, делает из себя рабом гормонального фона своего. Естественно, можно ли каким-то образом улучшить состояние психической энергии, сделать так, чтобы метод работал мгновенно. Вы представляете, когда человек начинает плавно увеличивать свою психическую энергию, то та программа, которую можно ставить на протяжении года, может быть выполнена на протяжении 10-15 секунд, дуновением воздуха или движением руки. И наработать такую психическую энергию возможно. Оказывается, психическая энергия зависит от того, насколько вы быстро делаете определенный обряд, или очень сконцентрированный, или насколько вы активно это делаете, и в каком хорошем или плохом настроении это делаете. Так появляются правильные энергетические удары или правильные энергетические... Часть вашими знаниями, всегда нахожу ответ на вопросы в ваших вебинарах. Меня беспокоит, когда смотрю на людей, неосознанно они спотыкаются или поперхаются. Это у меня с детства. Сестра говорит,
Такое есть. Сестра, это говорит о том, что у вас есть сглаз. Каким образом можно убрать свой сглаз так, чтобы он влиял на то, чтобы у людей было все хорошо, и вам это не мешало, и им не мешало, так как за это наказывают? Необходимо многократно на вдохе и выдохе произносить слог хум. Хум, 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 хум. Вот так. Если вы глазливый человек, как и я, то вам необходимо вот такой слог произносить. Тогда все будет хорошо. Если человек произносит хум, это одновременно, как это с магического языка переводится? Слово х устранить, слово у множественность, слово м множественность и слово у плохого взгляда. Устранить множественность плохих взглядов. Именно поэтому, если девушка, допустим, ходит и она красивая, на нее смотрят люди, завидуют, у нее могут появиться прыщики. Для того, чтобы этого не было, ей достаточно произнести многократно слог хум на вдохе и выдохе. Это уберет у нее самый настоящий сглаз. Можно ли диагностировать человека, над которым был сделан приворот? Можно диагностировать. Если над человеком был сделан приворот, то человек начинает, первое, худеть. Дальше, второе, у такого человека появляется боль в пояснице. Если кто-то делает энергетическое влияние, то боль в пояснице. У женщин при этом могут появляться высыпания на лице и высыпания на бедрах. Дальше, перестает нравиться близкий человек. Также дети начинают жутко раздражать. Дальше, одно из двух. Или человек становится сексуально холодным, или наоборот, сексуально очень озабоченным. Это является следствием вот таких приворотов. А еще считается, что если человек ложится в постель и перед тем, как заснуть, если он в этот момент начинает очень сильно чесаться перед тем, как заснет, то это тоже может быть приворотом. Очень сильно чешется. Проявление энергетического влияния – это склонность к алкоголизму, которого раньше не замечалось. Склонность к суицидальным желаниям, которые раньше не замечались. Такой человек может очень часто говорить о смерти. Вот почему-то вдруг началась такая тема. Нахлынула, да. Если взять косточки и спросить у этих костей, есть ли приворот у человека, и бросить эти кости, то обычно, если есть приворот, выпадают 3 четверки или 4 четверки. Ну, 2 четверки, если приворот слабенький. Четверочки выпадают, понятно? Если взять 4 игральных кости и выбросить на тарелочку и спросить, есть ли у человека приворот, в случае, если есть приворот и выпадут четверки, то приворот есть 100%. Обычно так и выпадает. Если что-то, что может защитить от любых приворотов. Самый простой метод – это ношение золотых квадратиков. Возьмите у ювелира, закажите обыкновенный золотой квадратик. Просто золотой квадратик, отполированный с обоих сторон. Чем желтее он будет, тем лучше. Носите на любой части вашего тела. Как браслет, как подвеска. Если вы носите на себе кусочек золота, который отполирован с обоих сторон или с обеих сторон, то на вас произвести приворот или повлиять на вас энергетически невозможно. В случае, если вы любили того человека, с которым живете, и вдруг между вами начались ссоры какие-то, и вы чувствуете вот такое вот какое-то раздражение, беспокойство, что нужно сделать? Итак, первое, если приворот такой, что вы уже это ощущаете и не знаете, что сделать, обычно человек любил, все было хорошо, а потом раз и его прям бесит этот человек, он не знает, что с ним сделать, то делается просад. Какой просад? Итак, просад, который называется просадом против разрушения от приворота. Берется и каждый день на протяжении 7 дней или 10 дней кормятся черные птицы или кормятся черные собаки. Берете, покупаете педигри, или педигри, да, это для собак, или покупаете батон для ворон. Идете и каждый день 10 дней подряд кормите собак или ворон. Серьезно. Если 10 дней вы откормите собак или ворон, то вы избавитесь от приворота. На кого был сделан приворот, то ты должен сделать вот такое вот кормление собак и кошек. Ой, фу ты, кормление собак и кормление черных птиц. Вообще очень хороший метод, рекомендую. А в случае, если есть такие привороты, которые могут заставить человека умереть, в случае, если вдруг никто не проведет с ним определенный обряд.
Есть ли такие методы, которые помогают убрать у человека приворот в случае, если он был сделан с помощью магии или черной магии, или там земли, или там кладбищенской магии, или еще чего-то? Как это проявляется? В случае, если на человека был сделан кладбищенский приворот, то первое, от человека начинает пахнуть сыростью, изо рта начинает пахнуть гниением, у человека появляются яркие перепады настроения, сильные причем. И человек на какие-то минуты становится часто невменяемым. Также у этого человека появляется невероятная активность сексуальная, то есть он без конца чего-то хочет. Неважно, это женщина или мужчина. Чем убирается такой приворот? На астральном зеркале, если смотреть на такого человека, то обычно сзади этого человека не видно его отражения, черное идет. Или видно в виде пряника такого, на котором написаны иероглифы в виде цифры 3, там еще какой-то. Итак, каким образом это убирается? Обряд номер 1, который сделать очень несложно. Этот обряд звучит так. Нужно взять дома растение, которое растет в горшке. Растение, которое растет в горшке, там, где есть земля. Вот смотрите, у нас есть растения, они в горшке. Обряд проводится следующим образом. Берете из горшка землю, пригоршню, этой землей умываетесь, трете грудь, я извиняюсь, и трете можно поверх нижнего белья половые органы и высыпаете обратно в эти растения. Делать так нужно 7 дней ночью, после 12, да. Не нужно после 12, делать это нужно, когда темно. Если у вас темно и у вас северная полярная ночь, можно делать в любое время. Это убирает кладбищенские привороты. Итак, человек берет обязательно землю, которая есть из цветка или растения, которое растет. Лучше всего, чтобы растение было алоэ. Вот если есть алоэ, которое растет, или вот толстянка есть еще растение, денежное дерево толстянка, или алоэ. Берете алоэ или денежное дерево, из-под него берете вот эту землю, трете лицо этой землей, после этого трете вот так вот грудь сверху и трете поверх нижнего белья половые органы. Ну так, скромно. Ну из песни слов не выкинешь, что есть, то есть. Сори. После этого обратно сыпите, ничего при этом произносить не нужно. Таким образом, в случае, если это происходит, вы это сделаете и сделаете это ночью, вы таким образом убираете у себя кладбищенские привороты. Можно ли это убрать? Можно. Как определить, есть ли кладбищенские привороты? Если у вас в семье есть кладбищенские привороты или вообще привороты, обратите внимание на лампочки, которые у вас есть в вашей квартире. Если лампочки горят быстро, наверняка какие-то привороты есть. Если у вас постоянно грязная люстра, и она загрязняется быстро, 100% на кого-то из вас постоянно происходит энергетическое влияние с целью сексуального захвата. Значит, вы кому-то нравитесь. Зеркало тоже. Но самое главное, это люстра. Если у вас есть центральная комната, и там в этой центральной комнате висит люстра, люстра является главным действующим лицом, сохраняющим энергию вашей семьи. Если вы будете мыть люстру 1 раз в месяц, то у вас все в семье будут мириться, и надолго этого будет хватать. Люстра, оказывается, она выхватывает энергетику нехорошую. Также в случае, если у вас люстра полукруглая, что очень правильно, которая мух ловит, да, в эту люстру можно положить небольшое количество цветочков и небольшое количество цветочных листиков, там еще чего-нибудь. Почему? Это будет благословлять арома масел, это может благословлять вашу семью, и меньше людей будут ругаться. А если у вас просто пищалочки, лампочки, которые в потолке, ничего страшного. Если они горят, это говорит о том, что происходит энергетическое влияние сексуального характера. Люди часто недооценивают, обыкновенные люди часто недооценивают этого. Они думают, что этого практически нет. Так вот, я вас должен разочаровать. Это есть, и оно практически повсеместно. Почему? Я не знаю, почему люди такими стали, но людям легче мечтать, чем действовать. Они не хотят знакомиться на улице, люди не хотят знакомиться в интернете, люди вообще ничего не хотят, но им что-то нужно. Если что-то, что может защитить от любых приворотов. Самый простой метод – это ношение золотых квадратиков. Возьмите у ювелира, закажите обыкновенный золотой квадратик. Просто золотой квадратик, отполированный с обоих сторон. Чем желтее он будет, тем лучше. Носите на любой части вашего тела. Как браслет, как подвеска,
Если вы носите на себе кусочек золота, который отполировано с обоих сторон или с обеих сторон, то на вас произвести приворот или повлиять на вас энергетически невозможно. Ну, понятно? Несложно, оказывается. Андрей Андреевич, дедушка по маминой линии долго проклинал маму за то, что вышла замуж за моего отца, на трое детей, никто из нас не создал семью, нет успеха в работе. Скажите, пожалуйста, это влияние, проклятие? Ну, если будете проходить первую ступень, вторую, третью, после поднятия тонов проклятие исчезнет само по себе. У нас в школе есть особенность. Какое бы проклятие ни было и какого бы влияния не было, достаточно дойти до третьей ступени и начать поднимать тоны. После поднятия тонов любые проклятия закрываются. После этого утром проснулись и увидите, он открывает глаза, вы просыпаетесь от того, что он на вас смотрит. Говорит, Боже, я ж никогда не замечал у тебя такие прекрасные зеленые глаза. Боже мой, ты такая красивая. И целый день комплименты, целый день на руках носит. И целый день пристает просто так. Хулиган. Завтра снова приду, чтобы приставал хулиган, да? Что будет, если я сделаю это сейчас с кем-нибудь? Допустим, вот у меня есть там, вот женщина сидит, да, как вас зовут? Вера. Вот, допустим, Вера и я, мы на дискотеке вместе танцуем. На-най-най, на-на-на-на-на-на-най, да, и после этого я Веру увидел, после этого сделал эти слои, поставил хорду и начинаю греть. После этого я могу смело подходить к ней, потому что она из публики будет видеть и чувствовать только меня. Как долго это делать? 1, 2, 3 секунды. 10 секунд. Если каждый день, ребята, у вас будет такая крепкая любовь, как никогда ни у кого на земле. Ну хотя бы раз в неделю. А можно делать Ребята, ребят, если у вас есть семья, то тогда делайте это с одним. А если у вас все-таки нету семьи, тогда делайте это с кем хотите. Вы свободная, холостая женщина. Что хотите, то и делайте. Слушайте, женщине мужчины нужны гораздо больше, чем мужчине женщины. Потому что мужчина от одной может быть удовлетворен, а женщина, к сожалению, от одного может быть не удовлетворена. Поэтому мужчина всегда хочет, но не всегда может, а женщина может всегда, но не всегда хочет. Понимаете? Это вот такая дилемма жизненных обстоятельств, в которой живем мы почему-то. Ни один мужчина просто не понимает, что женщина, она часто просто делает так. Главное, чтобы любил. Ну а что делать? Такая солеви, такая судьба, знаете. сколько считать? 2-3 раза в неделю? Или 5 раз в месяц? Я вам скажу так, если вы будете делать это на протяжении 1 месяца каждый день, вы не сможете дышать без этого человека. Вы будете о нем думать 24 часа в сутки и будете его задалблять. И ждать его сообщений, когда оно будет приходить, вы будете вот так вздыхать прямо и гладить вот этот телефон. И он аналогично будет сдавать все деньги до копеечки каждый вечер приходя. И просто это решает вообще. Девочки, вы помните, что любое нанесение эзотерическим методом влияние на другого человека умышленно, а также корыстно, будет в дальнейшем использовано против вас. Поэтому, если любви нету, а есть использование, помните, в дальнейшем все равно все станет на свои места. Я это просто утверждаю, вот ей-богу. Потому что, вот для девочки прогревание слоев мальчикам это объективное состояние. Я объясню почему. Но дело в том, что женщина, она обезоружена перед тем, чтобы сделать или проявить что-то. Она может надеяться только на сексуальную энергию, все, на свою красоту и свой магнетизм. Но мы взрослеем, мы не особо нравимся, мы не особо кому-то нужны, а нам же все-таки хочется быть счастливой. Правильно? Можно, если человек в другом городе, то можно. На другой стороне планеты можно. Никогда в жизни его не видели, тоже. Обряд, который называется ниточки и связывание ниточек. Сделайте этот обряд, возьмите себя и мужа, между собой проведите много ниточек и сделайте между ними узелки. Что делала? И как лучше начал относиться. После этого любовь такая, обалдеть прям.
Я ученица школы, подскажите, пожалуйста, как убрать приворот с мужа, если он живет с любовницей, она постоянно обновляет приворот. Я вам скажу так, почему вы решили, что это приворот, а не любовь? Он влюбился в женщину, потому что вы его заколебали чем? Заколебали тем, что за собой не смотрите, тем, что постоянно выясняете отношения, тем, что постоянно его воспитываете. И после этого он нашел ту женщину, которая не будет этого делать. Может это быть разумным, да? И после этого женщина говорит, это приворот. Почему приворот? Может это любовь, искренняя причем. Настолько, женщина может настолько задолбать мужчину, что он может убежать. Как-то с этой позиции не рассматривали вопрос? Может быть, надо рассмотреть с этой позиции, потому что обычно женщина приходит и говорит, надо же, я с ним спала, ему стирала. Что ему еще надо было? А то, что утро начиналось, как ты заколебал, у нас вечно чего-то не хватает, во сколько ты приходишь, где ты был все это время, сколько это может продолжаться. Нормальный мужчина, как нормальный мужчина, это какой-то козломордый вердепух и так далее. То есть вот это вот начинается, знаете, и это потом годами длится. При этом там, я сказал, сколько может продолжаться, да задолбал ты, козел и так далее. При этом вот, когда это начинается, то это возможность найти то, к чему можно придраться. Это, помните, я говорил, что невозможность найти очень нужно найти возможность быть интеллигентными в своей семье. Вы не там ругаетесь. Потому что если вы хотите где-то ругаться, ругайтесь на улице. Или ругайтесь там за какой-то там хлеб или там место под солнцем. Находясь на улице, становитесь людям хорошими, добрыми, умными, а когда приходите домой, становитесь невыносимыми, гадкими, резкими, тяжелыми и так далее. Так вот, не зря китайская пословица говорит, что чем белее белая сторона, тем темнее черная. Так вот, я хочу вас ориентировать. Ориентируйтесь на то, чтобы на улице быть не такими, как дома. И старайтесь дома быть не такими, как на улице. Старайтесь дома быть интеллигентными, а на улице уже как придется. Потому что вы на улице становитесь интеллигентными, добрыми, искренними, тонкими. Потом приходите домой и становитесь грубыми, жесткими, жестокими, обижающимися, непрощающими, там, ждущие расправы, вендетты и так далее. Понимаете? И это длится потом годами, десятилетиями и не дает человеку нормальной жизни. Конечно, я мог тем, что женщина придумала, что у мужчины приворот или еще что-то, мог этим разочаровать или обидеть человека. Но вы понимаете, не все сводится только к этому. И очень часто как раз именно к этому не сводится. Поэтому, когда мужчина уходит, то он уходит обычно от женщины. Он уходит от того, что женщина не следит за собой. Он уходит от того, что женщина очень обижается подолгу. Знаете, как много мужчин ушло от женщины к более некрасивой женщине, только потому, что его жена без конца обижалась. Обижалась, молчала, обижалась, молчала, фыркала, молчала, обижалась, фыркала, молчала. После этого он терпеливо там год-два, потом говорит, так какого мне это надо? Почему? Ну, как бы не гладили кота против шерсти, ему когда-то это надоест однозначно. После этого и живет, а после этого говорит, да сколько может продолжать? Понимаете, именно эти проблемы очень часто являются ключевыми. Очень часто ключевыми вот в семьях. Конечно же, если есть отношения хорошие, если есть доброта, а доброта заключается не в том, чтобы быть добрым и делать так, чтобы по тебе ходили. Доброта заключается в том, чтобы промолчать, когда хочешь съязвить, промолчать, когда хочешь подколоть, промолчать, когда хочешь указать на слабые какие-то элементы, которые есть у человека. Когда ты быть человеком добрым, это значит не орать на ребенка, не воспитывать, не заставлять. Быть добрым, это значит не перевоспитывать, это значит не ковать кадры, это значит не вытаращивать глаза. Быть добрым, это значит быть тем человеком, которому это не свойственно. Понимаете, это называется быть добрым. Рядом с добрым человеком взращивается доброта. А добрый человек, который только не успела себя плохо почувствовать сразу, как в Тюмени у меня была семья знакомая, и вот она идет и кашляет, мы у них в гостях были, она идет и он на нее смотрит и говорит, я хочу тебе сказать, и чтобы ты запомнила навсегда, в нашей семье больных нет.
И это не только по жене. То есть у нее уже прав нету болеть, понятно? То есть она уже будет пилить с утра до ночи. После этого я на это посмотрел, это не мое дело, знаете, тем более воспитывать я никого не хотел, но понял, что это в дальнейшем может быть элементом уже разрыва отношений. Почему? Он, видя слабость, начал в ней эту слабость подчеркивать. Естественно, когда она поправится, он скажет, что у нее полная шея. Естественно, в тот момент, когда она даст слабинку, он обязательно ее уколет в эту слабинку. А это значит быть недобрым человеком. Быть недобрым человеком – это значит мстить. Это значит проявлять вендетту. Это значит без конца выяснять отношения. Это значит помнить подолгу. Я вам могу сказать, что нету ничего более плохого для человека, чем быть злым человеком. Потому что все проблемы, которые возникают с человеком, рано или поздно, наказуемы и больше всего наказывают за злость. Злых людей бьют. Это как добрая кошка и злая кошка. Добрая кошка играется с клубком, ее хочется кормить. А злая кошка какает сначала в один туфель, потом писает мимо унитаза, разрывает там еще что-то, после этого не хочет есть, ее все время хочется побить веником. Замечали, да? Несмотря на то, что она красивая. Таким образом, наверное, слова Будды Гаутамы, которые он сказал в золотолотосовой скрижали, о том, что миром правит добродетель, совершенно правдивы. Только перевод там был неправильный. В свое время перевели просто там тибетологи или, я не знаю, там индологи, я не знаю, как правильно назвать, санскритологи, наверное, перевели неправильно текст, потому что правильнее было бы перевести не добродетель спасет мир, наверное, а доброта. А быть добрым – это значит не проявлять доброту, а где-то сдержаться в тот момент, когда хочешь проявить злость. Так вот, сдерживать злость гораздо лучше, чем проявлять свою доброту. Представляете? Здрасте. Наконец-то мы начинаем этот долгожданный семинар, который у нас называется «Диагностика и убирание из глаза в порчь». Я надеюсь, вам понравится эта информация, которую я буду вам давать. Она очень применима, эта информация. Для себя вы откроете огромное количество тайн. Наверное, где-то поменяется общее мировоззрение, которое связано у нас как раз с тем пониманием, что же это такое и так далее. Очень интересная тема. Эта тема у нас обширная, и я так думаю, что мы за одно занятие эту тему не рассмотрим до конца. Поэтому у нас будет дополнительное занятие, оно пройдет, я так думаю, через 2 недели, и оно так и будет называться «Курс порчи с глаза и проклятия. Часть 2». Итак, с чего бы я сегодня хотел начать? Сегодня я начну не с того, как определять, что такое порча с глаза. Какая разница, ребята? Я сегодня хочу вас научить определенному методу, как это все можно видеть. Как это можно видеть открытыми глазами, как это просматривать быстро и как делать так, чтобы прямо сегодня мы начали что-то видеть. А хотим? Все собрались. Все собрались. Ура! Очень много приготовил для вас всевозможных картинок. Сегодня это все сегодня делалось очень быстро. Вера Александровна видела за полчаса с разговариванием по телефону. Я буду вам давать вот такие картинки, вы будете переписывать. Видите, имя написано. То есть вот такое вы будете все... Ужас какой. Это вы будете... Мы закончим здесь семинар, это вы для себя перефотографируете потом. То есть это специальные символы, я объясню, как с ними всеми работать. Но это в самом конце, это как бы дополнительная информация, кому-то уже это известен символ, да, и так далее. То есть я буду об этом всем рассказывать, очень интересно. Итак, с чего же мы начнем? С удивительной системы, которая называется, и дальше начинаем, наверное, писать, мой любимый, один из самых лучших методов для адептов, которые начинают идти по пути все-таки возможности работать с энергиями, а также с просматриванием человека. Этот метод называется метод просматривания человека через призму зеркала. Вы начнете видеть не только порчи с глаза, родовые проклятия, аборты и такое, там всякое, там, что только можно себе представить и придумать. Это, конечно, удивляет тем, что мы видим просто невероятные вещи через эти все системы, и сделать это очень легко. Итак, как же это можно все сделать, я вам сейчас расскажу.
на улице или дома или где угодно, вы должны посмотреть на человека. После того, когда вы на него посмотрели, представьте, будто вы его видите на зеркале, как будто он отражается в большом зеркале. Представляете? Запишем это. Посмотрели на человека и после этого представляем, будто вы видите не этого человека, а видите изображение. Как будто человек изображается в зеркале. Отражается в зеркале. Как это можно сделать? Вот, допустим, Светлана. Я представляю, будто я смотрю на Светлану и представляю, будто я напротив нее поставил зеркало. Это первый вариант. Второй вариант. Я смотрю на Светлану и представляю, будто вокруг нее зеркало, и то, что я вижу, это не Светлана, а ее отражение в зеркале. Понятно, да? Понятно? Записали? Итак, давайте писать. Методы просматривания человека. Представляем, будто мы убираем человека с места, где он находится, и представляем, будто на том месте, где он стоит, мы видим зеркало. И что же мы будем видеть? А дальше начинаются чудеса. Вы с завтрашнего дня или даже с сегодняшнего начнете смотреть зеркала, и вы будете в шоке от того, что вы видите. Итак, что же вы можете видеть? Ребята, давайте сейчас мы будем это записывать. Итак, первое. Видим человека, а вместо человека видим изображение другого человека. Порча. Что-то черное на ноге внизу, держится за ногу. Аборты. Сегодня девочка пришла, на нее смотрю, а у нее на правой ноге висит ребеночек, который обнял ее ножку. Я говорю, если ребенок на ноге, особенно на правой, никогда не устроится на работу. У нее спрашиваю, как давно уже без работы? Она говорит, 15 лет. Я говорю, у вас были аборты? Она говорит, были. А когда у вас это произошло? Она говорит, 15 лет назад. Я говорю, можно ли сравнить, что 15 лет назад вы сделали аборт, и после этого момента у вас не получается устроиться на работу? Она говорит, да, вы представляете, вообще не могу устроиться на работу. Сегодня ходила на собеседование. Вы представляете, это как раз из-за того, что у нее на ножке висит маленькое существо, она не может устроиться на работу. Какие вы можете еще видеть призмы? Вчера приходила женщина очень интересная. Когда начал на нее смотреть, перед ней, вот ее изображение на зеркале, а как бы за зеркалом перед ней изображение человека, который в мантии и который вот так вот наклонился и стоит лицом вниз. Прямо вот на зеркале такое отражение. Вот видно это. Бывает, что мы на отражении видим, а бывает, что за территорию зеркала что-то выходит. Такое тоже бывает. Вы это все увидите сами. Вы убедитесь в том, что я говорю. Когда я увидел перед отражением, увидел там человека, который в рясе, представляете, или его лицо вниз. Я ей говорю, вот вчера она была на левом берегу, там где я принимал человека, я говорю, вы каким-то образом связаны со служителями церкви. Когда я ей это сказал, она побледнела. И она мне говорит, Андрей Андреевич, вы представляете, 10 или 15 лет своей жизни я занималась тем, что была монашкой. Я была монашкой, у меня был свой приход там какой-то там, и у нас настоятель был мужчина. Но я была помоложе и выглядела покрасивее. Так вот, этот мужчина меня пытался домогаться. То есть он приходил ночью, сначала это было так. Он не позвонил, а сказал ей, срочно приди, у меня спина болит. Позвонил все-таки. Она говорит, я пришла, он вот так вот поднялся с кровати и начал там меня трогать за интимные места. Я сказала, нет, этого не будет, потому что там... После этого, говорит, второй раз, спустя некоторое время, было так. Он пришел ко мне в келью, начал стучаться ночью в дверь в пьяном состоянии, и я ему не хотела открыть. И он говорит, прокляну тебя, Людмила. Прокляну, прах мой сыпется с меня под твои ноги, и будешь проклята на всю жизнь, если меня не пустишь. И после этого она говорит, нет, не пущу. Друзья мои, вы знаете, что больше всего проклятий ставят как раз те люди, которые верят в эти проклятия. А кто верит? И дальше секрет, священнослужитель. Как заставить человека ходить в церковь, как вы думаете?
Нужно поставить определенный или сделать определенный обряд, при котором у человека появятся какие-то внутренние нехорошие состояния. И тогда это заставит этого человека ходить туда, чтобы ему было легче. Представляете, да? Почему? Ведь мы в обыкновенной жизни не говорим слова бесы, дьявол, демоны и так далее, проклятие и порча. Не говорим ведь, правильно? Откуда они берутся? Кто-то же обучает этому всему, да? А кто обучает? Вот тот обучает, кто ставит. Понятно, да? Таким образом, очень частое явление как раз заключается в том, что, не хотелось бы это говорить. Да, вот не хотелось бы и Богу это говорить. Но уже что есть, это мое личное мнение. Я не плюю ни в чей огород, но я считаю, что очень часто и лучше всего ставят как раз вот такие проклятия, а также там насылают бесов, вот эти беспричинные порчи, невезения и так далее. Вот как раз те люди, которые являются представителями служения Господу Богу. Сори, что я это говорю, но если бы у меня не было такого опыта, и если бы я не видел, то я бы сидел тихонечко и молчал. Но вы сейчас начнете это видеть сами. Я вам говорю это серьезно. Вы начнете это видеть сами, и вас где-то, то, что я вижу, будет вас же самих шокировать. Конечно же, можно мне говорить: Андрюш, ты не прав. Но слава Богу, что предварительно я вам рассказал просто о том, как это все посмотреть. Понятно? И вы сейчас начнете это видеть там, спустя время, завтра, допустим. Выходить на улицу, смотреть на людей, ставить зеркала и видеть такое, вы будете в шоке. Итак, что же мы можем видеть еще? Сегодня на улице стоял и видел: женщина идет, а в отражении зеркала ее нет, а видны только части ее тела. Если видны части ее тела, это говорит о неминуемой скорой смерти. Понятно? То есть, если она в зеркале не отражается, то тогда она скоро умрет. Если перед зеркалом стоит человек какой-либо, у меня такая ситуация была, посмотрел на женщину, представил, будто я ее вижу в отражении зеркала, вот она на зеркале есть, а перед ней сидит мужчина, большой, толстый, похож на какого-то моего знакомого человека, серьезно, который сидит вот так за столиком. Большая морда лица и мордочка моего знакомого. Хорошо, что эта женщина была моей знакомой женщиной. Я говорю: вы знаете вот такого мужчину? Она говорит: да, знаю. А вы к нему по какому поводу обращались? Обращалась по поводу занять ему денег. А после того, когда денег заняли, отдали ему, он говорит: нет, пока еще не отдала, потому что у меня денег нету. Вот ты ему не отдала, а человек тебе уже что-то поставил. Круто, да? Как это происходит, все расскажу. Он говорит: я его проклинаю каждый день, собака, чтобы он задохнулся. Ничего не произойдет, я расскажу почему. Дальше. Сегодня стоял на улице и смотрел на разных людей. Шла женщина. Женщина на зеркале отражается, как держащаяся за живот. Вот так склонилась. Вот так за живот. Вот информация, которую вы получите на семинаре «С глаза порчи». Первая часть. Каким образом можно увидеть порчу, каким образом можно ее определить, как ее видеть и чем ее видеть. Вариант просматривания энерговирусов через метод закрытых глаз. Как все-таки она проявляется на человеке, какие существуют достоверные симптомы появляющейся порчи или проявляющейся порчи, кто ее делает, как найти того, кто делает, признаки сглазов, как они проявляются, эти признаки сглазов, симптомы порчи, симптомы сглазов, симптомы проклятий, экзорцизм, я объясняю, какие есть внутренние и внешние духи, демоны и бесы, каким классом они подходят и каким образом их убирать, как происходит влияние на человека, какие качества возникают у человека и к чему тянется человек, который получил энергетическое влияние, и как ощущать типичные признаки влияния на себе в случае, если они происходят, какие слова начинает употреблять человек, у которого есть типичные вот такие признаки влияния.
невезушность, что это такое, семейные признаки влияния на целую семью, идентификация сглазов и порч колдовского влияния, как можно ее найти, осмотря ладонь, детские сглазы, что необходимо делать, как почистить от сглазов и подкладов ауру квартиры, метод убирания сглазов и порч, вызывающий ужас и страх у человека, самые простые мантры, убирающие сглаз, великолепные методы работы с зеркалами, обряды с пентаклями, всевозможными с мантрами, очень простые и эффективные обряды, убирающие проблемы проклятий из глаза, порчи, невезухи семейной, ритуалы тамазгуни, которые помогают человеку избавиться от блуда. Если вы точно знаете, кто враг, то можете очень быстро отпарировать все тому врагу, который на вас влияет. Ритуалы с стаканом воды, рунические символы, которые помогают поставить себе защиту, мусульманские методы удаления порчи из глаза, специальные символы всевозможные, которые можно рисовать на себе, на руке, для того, чтобы на вас не было произведена порча из глаз, янтры, талисманы, чтобы изгнать духов из своего дома, из своей квартиры, от себя, проведенные обряды от наведения и порчи, которые выполняются в субботу, которые очень эффективно убирают порчу из глаз семьи, работа с помощью талисманов всевозможных, которые делаются из теста, тайные символы, обереги от привязанности, которые необходимо носить человеку, избавление от 28 классов голодных духов с мантрами голодных духов, использование угля и ладана с целью проведения 3 или 4 обрядов, огромное количество мантр, тайные обряды и ритуалы копали, взятые из индийской магии, хорошие мантры, защищающие энергетический кокон, мантры от внутренних проклятий, методы липкипаб, который убирает все виды сглазов в 3 этапа, символы от призраков, от злых духов, от любой беды, от влияния магов экзорцизма, от влияния дьявола, от злой энергии, от влияния на бизнес, от влияния и тьмы, колдовства, магии, конкурентов и так далее. Все это в этом данном семинаре. Покупайте.